Дорогие друзья, с вами снова записки из, и я, Оксана Симонова. Сегодня я вам покажу Ленинградскую область, самые удивительные места природы. Приморское направление. Раньше эти территории принадлежали финнам. А в результате советско-финской войны в 1940 году Выборг и Карельский перешеек отошли в состав Советского Союза. Золотое побережье финны потеряли. А мы приобрели залив финский. Залив в восточной части Балтийского моря, который омывает берега Финляндии, России и Эстонии. Когда-то это побережье было югом Финляндии. И сюда приезжали отдыхать все финны в период отпусков. Снежок, ко мне, убежал. Вот это очень плохо. Доча, хватать его надо, а то он там и под машину попадет. Ну, иди сюда, я тебя здесь хорошо Давай, сниму. подожди. Вот так. Давай. Да, вот так с папой. Против солнца нельзя. Давай покрутимся. Да, вы с нами? Пойдем? Дорогие друзья, мы сейчас с вами находимся около лютеранской кирхи Святой Марии Магдалены. Пойдем, я покажу вам границы настоящие. Вот как финны строили все ныне здесь. Кирха — это значит церковь. Постройка 1904 года. Архитектура, вот вы видите, скандинавская типичная. Кирха построена в стиле северный модерн по проекту архитектора Иосифа Стенбека. Церковь была торжественно открыта в 1904 году, 18 декабря. А ныне здесь находится Приморский краеведческий музей. Дорогие друзья, так выглядит лютеранская церковь Святой Марии Магдалены. А мы с вами отправляемся дальше, и путь наш лежит к святому источнику. Живой ключ. Сейчас покажу вам, где мои родители набирают воду для чая, который они пьют в Петербурге. Будем пить чай с вкусной водой. Из какого-то непонятного колодца воду берем. Что это такое непонятное? Расскажи, здесь кто-то брал пробу воды? Ты Не уверен, знаю, что она не чистая? знаю, говорят, вроде так, хорошая вода. Хорошая А так, вода? Что там на самом деле, не знаю. И вот здесь крест, смотрите, освященное место. Тут никто не умер, но здесь, по ходу дела, кто-то забыл крестик. Количество природных источников и ключей на территории Карельского перешейка просто поражает. Жители нашего региона традиционно доверяют воде из родников, и у многих есть заветные места, в которых можно набрать воду чистую, а иногда даже целебную. Но не все так просто, потому что экология – дело хитрое. И в Ленобласти очень много объектов, которые не соблюдают экологические нормы. Прямо за моей спиной вы можете увидеть нефтеналивные танкеры. Да, вот такое вот дело. Многие думают, что родниковая вода особенно полезна, а главное безопасна. Часто это бывает не так. Даже если эту воду пили бабушки, дедушки, ваши или ваших знакомых, сегодня в этой воде может содержаться
множество опасных бактерий и элементов. Поэтому непроверенную воду из родников пить нельзя. Сейчас мы с вами находимся в Зеркальном. Посмотрите, какая зеркальная вода. Серебряный источник надо. Вот он. А где он? В Тарасовской. Надо посетить. Лагерь Зеркальный где? Угу. Сегодня потик. Что надо Да. сказать? Мы на Зеркальном. Еще раз я вам повторю. Мы на Зеркальном. Зеркальном. Это Карельский перешеек. Да-да. Везде за мной мои дети. И чё? Пойдем дальше. Что ты там нашел? Вот сети выброшенные на берег. Ячейка. Сейчас посмотрим, какая ячейка. Ячейка 60 или 70. Это после шторма, да? Да, после шторма выкинула. Вот они, браконьеры. Несчастные. Привет. Это кто прибежал? Кто? Хитрушка. Ай, хитрушка. Не смогла пройти мимо этого кустарника. Обязательно пишите в комментариях, если знаете, как называется этот волшебный кустарник красного и розового цвета. И, конечно, мои дорогие, обязательно ставьте лайки в поддержку меня, вашего любимого автора. В особенности, если вам действительно понравилось это видео. Не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Я очень рада слышать от вас обратную связь. Говорит, здесь дело не в разговоре, здесь дело в природе. Поэтому наслаждайтесь моими глазами. Вы можете сегодня увидеть Финский залив воочию. До встречи. Пока! Что, дорогие друзья, я возвращаюсь в Петербург сегодня. Да, нагулялись мы уже. Мамулечка